Девочка-зайка? Что, кто? Я? Нет? Как так? Покажи жопу. Да запросто, вот. В общем, что это такое и с чем его едят, будем разбираться сегодня вместе. С кем? Правильно, с Бэтминтом. Вау! Перейдем к сути. А точнее... Свину, который не понимает мечту девочки-зайки. Почему? Я не знаю. Наверное, потому что он свин. И вообще жесткий чел. Так вот, основной замес историй завязан на подростковом синдроме, который, как ни странно, творит странности с подростками. И эти странности в аниме поделены на арки. Первая арка. Да почему я не могу купить булочку с кремом? Малое спокойствие. Кстати, знакомьтесь, Май. Ты спросишь, а почему не апрель? А я скажу. Это имя, друг мой. В общем, эта мадам у нас главная героиня истории. Ведь она у нас и учитель в костюме зайки, и прилежная ученица, и единственная, кто умеет готовить. Of course, после Сакуты. И да, кто, несмотря на то, что за всю аниме ничего не украла, Хоть и была возможность. умудрилась украсть мое сердечко. Хотя о чем это? Я же знаю, что вы сюда пришли только ради этого парня. Ну ладно, самое главное то, что Май у нас замечательнейшая актриса. Но на момент арки у нее... Депрессия. Из-за чего она хочет перестать этим заниматься. А все потому, что ее мать, а в том числе ее менеджер, заставила бедняжечку Май фоткаться в купальнике для постера в журнале. И так как после такого у некоторых читателей Страницы слиплись. наша зайка обиделась, поэтому как бы месть, сука. Но все не так просто. Ведь из-за этого ухода из шоу-бизнеса и желания быть менее известной, чем сейчас, она потихоньку начинает исчезать. И из-за этого И я не могу съесть булочку с кремом. АГГ единственный, кто может ее видеть. Ведь так выпала карта, так судьба расставила фишки, ну вы знаете. Кстати, ОГГ, знакомьтесь. Сакута Засагава. Сакута как цветок, я Засагава как зона отдыха Засагава. И прочий бред, который он там же придумал. Если в двух словах, парень симпатяга, по жизни бродяга, с сестрой в одной квартире, но бывает еще и в одной кровати. При первом знакомстве с девушкой шлепает ее по заднице. Кстати, всем советую, ведь метод действенный. Сакута — это кружечка за твое здоровье. А еще он не может выбрать, какие же трусы ему надеть на первое свидание. А что мы думали? Трусы — это важно, между прочим. И так как этот гигачат не зависит от мнения окружающих, так как может и в любви признаться перед всей школой, и диагноз ЧСВшной девке поставить. Те самые дни. И показать, что у него есть яйца, победив в драке с смекалкой, где сила явно не на его стороне. Это делает его довольно интересным персонажем. Со своей философией, прикольными шутками и классной прической. Ну, мы все понимаем, что нерасчесанные волосы — это стиль как бы и топ. Так, что-то получилось вовсе не в двух словах. А еще Сакута не спит по ночам. Чем немного похож на Бэтмена, что как бы дает ему еще плюс 1000 к охуенности. Подтверждаешь? Подтверждаю. Но не спит он, чтобы не забыть свою девушку Май, гробя свое здоровье энергетиками. Потому что если он заснет, Забудет о ней. и после непродолжительного поддержания такого режима дня, по велению довольно сексуальной зайчихи, Сакута входит в режим покоя. Что позволяет ему набраться сил и на следующий день, вспомнив, что «Сакута, дружище, мы что-то проебу...» Он признается во всю голосину перед всей школой в чувствах к ней, что как бы решает все проблемы нашей зайки. Ведь все снова вспоминают о ней, в общем, хэппи-энд, Сакута плюс еще 1000. И все бы хорошо, но это только 3-я серия, поэтому 2-я арка френд-зона Томои Коги. Персонажи застревают во временной петле, а причиной суеты является девчонка по имени Томоя. Если что, это та барышня, которую молодой при первом знакомстве бил по заднице. Вот, я же говорил, что метод действенный.
В общем, у нее очень большая проблема. Из-за того, что, видите ли, и парень признается. А она не может его нормально отшить, потому что этого парня тайно любит ее подруга. Да, соглашусь, бред. Ну а что поделать, это ведь... Women. И вот. Когда этот парень увидел Тяночку в довольно пикантной позе с Сакутой, он наконец от нее отстает. И вот ее все устраивает, в отличие от Сакуты. Тому что всю пикантную позу видела еще и Май. Что портит главгероям всю... Любовь-морковь. Ведь по хронологии она должна была сегодня согласиться встречаться с ним после целого месяца, который он потратил на признание ей в И любви. если честно, тут видно то, что Майя у нас довольно стойкая личность. Потому что я не понимаю, как можно не соглашаться встречаться целый месяц под ежедневным давлением. Такого гигачада. Я бы сделал это сразу. Без промедлений. А немного разобравшись в ситуации Томои, которая просто хочет избежать столкновения со школьным буллингом, она напоминает Сакуте ситуацию с его младшей сестрой, которая уже сталкивалась с этой проблемой. И чтобы предотвратить негативные последствия из-за буллинга, Наша Палас принимает волевое решение встречаться с ней до конца учебного года. и рассказав о принятом решении Май, она, как понимающая девушка, не осудила, а даже одобрила данный поступок ГГ. И доиграв этот спектакль до конца учебного года, Томоя, которая уже успела полюбить Сакуту, устраивает ему финальное испытание в виде проверки по типу а кого же он все-таки любит, меня или ее? перезапуская один и тот же день несколько раз. Ну, так как Сакута у нас не пальцем деланный, он использует... Дыхание свина, вторая ката, лихая френдзона. И немного поистерив, И ведь не для нее его розочка цвела. Малая перезапускает мир с первого сохранения. И наконец-то она отшивает того парня. Сакута отпускает свою короннейшую шутку про попу Томои, и они остаются друзьями. Он с Май начинает встречаться, и у них и вправду начинается... Любовь-морковь. И вот она, третья глава. Раздвоение Рио Футабы. Ты спросишь, а кто такая Рио Футаба? А я скажу, так кто говорила покажи жопу, физик. Да еще и единственный член научного факультета. Да-да, что вы думали? Вы попали на интеллектуальную передачу. Это вам не детские мультики, это аниме. И, кстати, она присутствовала во всех предыдущих эпизодах и поясняла на основе физических теорий, какого хрена вообще происходит. Да так понятно и простым языком, что мне захотелось у нее учиться. Будь моей учительницей физики, ну прошу, ну пожалуйста, сэмпай, я могу досай. Ладно, сейчас не об этом. Из-за того, что Футаба никак не смирится с тем, что ее грудь больше, чем у других девочек, Хотя, казалось бы, чё тут жаловаться? у нее начинается раздвоение личности, в прямом смысле этого слова. Вместо одной фотобы становится две. Вот только если одна Футаба осталась няшей-стесняшей, то вот ее клон начал выкладывать непристойные фотки. Из-за того, что не могла принять себя и свое тело. Короче, у нее явные проблемы с самооценкой. И это неудивительно, ведь Футаба смогла влюбиться в друга Сакуты просто из-за того, что он купил ей булочку с шоколадом. Господи, пацаны, оказывается, все намного проще, чем мы думаем. Ведь, чтобы завоевать сердце потрясающей актрисы, ну или самой лучшей учительницы физики, нужно просто купить им булочку. Сука, как все просто. Ну и этот порог несчастья своей подруги Сакуте легко удается преодолеть с помощью своего друга. Слышь, того, у кого есть деньги на лишнюю булочку с шоколадом. Не, в принципе, я понимаю, Футабу я бы тоже такому отдался за булочку с шоколадом. И, короче, это легендарное трио весело поиграл с бенгальскими огнями на пляже, после чего из-за сильного желания пойти на фестиваль с друзьями, четырехглазые соединяются воедино во имя трехкратной дружбы. Ну и продолжая смотреть на то, как Сакунатор мастерски расправляется с проблемами своих подруг. Например, в следующей арке он помогает сестре Май обратно поменяться телами. Но эта арка настолько скучная и уныла, что уж лучше посмотреть мои охуительные летсплеи на канале, чем вот это вот. Но если вкратце, Май со своей сестрой по отцовской линии поменялись телами из-за того, что Надока завидовала Май. Но в итоге, поняв, что семья это главное, и без труда не выловивши рыбки из пруда, они обратно меняются телами, и теперь Сакуте и вправду никто не мешает Приставать к Май. Хэппи? Да. К
Кстати, у сестры Сакуты тоже этот подростковый синдром. Поэтому 4-я арка. Я Каэда Засагава. Так вот, из-за того, что Каэде булили в соцсетях, на ее физическом теле начали появляться реальные порезы. А потом еще и память отшибла из этих приколов. Ну и началось. Батя в шоке, у матери крыша поехала, и отец такой. Ну все, мы с мамой в отпуск. В психушку. Сын, все на тебе. Бултыхайся во взрослом мире как хочешь. Давай, бывай и крепись. Ну охуеть теперь. Ты этого не слышала. В общем, отец года. Так они и остались вдвоем. Ведь из-за того, что у Каэда отшибла память, она стала будто бы другим человеком. По-другому ходит, по-другому ест, и вообще она какая-то другая. Но, несмотря на все вышеперечисленное, Сакута как старший брат принимает ее такой, какая она есть. Вот только проблемка. После того, как сестра начала делать успехи и преодолевать себя, Перейти первый раз через порог дома, взять трубку телефона, посмотреть на пан, которых она так сильно любила. И прям перед знаменательным днем, перед долгожданным походом в школу, она теряет память за последние 2 года и снова становится собой. И все вроде бы хорошо. Но вот в этот раз это перевоплощение сильно ударило по Сакуте. Что вызвало у него нехилую такую депрессуху? И в самый трудный момент его жизни снова открываются шрамы на груди и появляется она. Сёко Макинахара, у которой, кстати, ГГ украл приветствие. В общем, именно она и приводит Сакуту в порядок, словами о том, что он молодец и как старший брат сделал все, что мог. Но теперь Майя расстроилась из-за того, что в самый трудный момент его жизни она не была с ним рядом. в общем, пока они в ссоре. Сакута себя неважно чувствует из-за этого. И вот засада. После работы сестра Май говорит, что у нее сегодня день рождения. Поэтому, Сакута, давай, включай режим флеша и побежал! В общем, он прибегает и такой: ну вот, твой подарок, это я. Ну и за то, что Сакута постарался и приехал, девка такая: Ай-яй-яй-яй, больно сжимай, ну что опять? Вот такой вот забавный конец. Если честно, то после просмотра этого замечательнейшего слайд-шоу я понял для себя пару немаловажных вещей, о которых мне бы хотелось рассказать. Каждый из нас сталкивается со своими проблемами, которые тяжким грузом висят над нами. Поэтому стоит оказывать помощь другим людям, если это по силам. Быть настойчивым, где это необходимо, и уметь слушать собеседника. Ведь многие из этих пунктов с трудом даются каждому подростку, который переходит период становления взрослым человеком. А также некоторым взрослым, которые где-то не проработали свои проблемы. Поэтому я считаю, что аниме несет в себе много хорошего. Ну и напоследок, Сакута Май, за ваше здоровье! Всех люблю, надеюсь, мы очень-очень-очень скоро услышимся. Бывайте и удачи! Аривидерчи! меньшего и не ожидал Сакута, такой негодяй.